Привет, дорогие мои! Вы на канале Школы вязания с Катериной Мушин. В сегодняшнем видео мы будем вязать классический носочек не классическим способом вязания. Итак, способ вязания у нас полотна от пяточки, дальше подошва, пальчики, верх стопы и дальше высота носка. Такой способ вязания очень выгоден тогда, когда вы не знаете, хватит вам пряжи или нет. К примеру, вот вы должны связать носочек и не знаете, на высоту хватит или нет. Здесь высота в конце, вы легко можете разделить свои остатки пряжи и довязывать сколько нужно по высоте. К примеру, очень часто там мужские или женские большого размера, вы не знаете, 100 грамм хватит вам или нет. Такой способ вязания используйте. Так, этот вот можно со швом, можно вязать без шва, если сразу сшивать, подхватывая крайние петельки. Наш вариант будет со швом, так как я хотела вам показать вот именно в расклаженном виде, как выглядит этот носочек без сшивания. Значит, как вот это все сложить в носок, спросите. Смотрите, вот это пяточка, вот так сложили, получили пятку. Дальше, вот это все подошва, вот так вы ее тоже сложили. Пальчики, пяточка, вот видите, носочек. И тогда вот уже здесь сверху вот так. И пришиваете сюда. И получаете вот такой носочек. Классический носок. Удобный. Вяжется он резинкой. Резиночку я использую очень часто в носочках, так как она хорошо обтягивает ножку. То есть, если более широкая, более узкая ножка, такая резиночка хорошо садится по ноге. Так, я даю сразу размеры, какое должно быть вот это полотно на разные размеры. Смотрите, вверху у вас размер ножки в сантиметрах и просто в размерах, а внизу именно сколько сантиметров, где должно быть, это именно в резинке, в нерастянутом виде. Вязать я буду из акриловой пряжи, вот такой фирмы. Значит, у нас 100% акрил, 50 грамм один моточек. Ушло 133 метра в одном моточке. Цвет, если кому-то интересно, 83,57, и под него спицы 3,5. Значит, на 2 спицы классическим способом набора я набираю 25 петелек. Для других размеров я пишу, сколько набрать, но вы должны набрать половинку окружности вашей стопы на резинке в нерастянутом виде. Так, набрано 25 петель. Вытаскиваем одну спицу, вяжем первый ряд. Значит, первую петлю снимаем, вязать будем резинкой. 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая. И так я повторяю: 1 изнаночная, 1 лицевая до конца ряда, все свои 25 петель. Изнаночная, лицевая, предпоследняя изнаночная. И кромку тоже вяжем изнаночной петлей. Есть. В четных рядах я буду делать все прибавки и убавки. Сейчас мы делаем убавку. Так, первую петлю снимаем и делаем убавку влево. Смотрите, одну петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, первую набросить на вторую. Это 2 вместе лицевой с уклоном влево. Продолжаю вязать по рисунку. То есть 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. До последних 3 петель с другой стороны. Так, вот с другой стороны у нас осталось 3 петельки. Провязываем убавку уже с уклоном вправо. Слева направо 2 петли провязать вместе лицевой петлей и кромку изнаночной. Это наш второй ряд. Дальше повернули. Третий ряд. Лицевая сторона. Снять первую петлю. Вяжем резинкой, но подряд у нас здесь будут 2 изнаночных. Первый раз изнаночные, 2 изнаночные. Дальше продолжаем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Все петельки провязываем. Так, лицевая и тоже изнаночная 1, изнаночная 2. И кромку тоже изнаночной петлей. Готовый 3 ряд. Работу поворачиваем. Так, 4 ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. Снова убавка влево. Одну петлю снять. Следующую провязать лицевой. Первую набрасываем на вторую. Так,
дальше по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, по рисунку я вяжу до последних 3 петель в этом ряду. Так, вот у меня осталось 3 петли. Делаю убавку вправо, слева направо 2 вместе лицевой. И кромку изнаночной петлей. Значит, это 4-й ряд. Значит, смотрите, данные 4 ряда мы повторяем, пока вот здесь у нас не останется всего 13 петель. То есть с 5 по 12 ряды мы повторяем 1 и 4 ряды. Все нечетные ряды мы просто вяжем резиночку, да, вот кромку снять, видите, у нас одна изнаночная, одна лицевая. Затем в следующих четных рядах мы делаем убавку. Я провязала 12 рядов, у меня на спицах осталось 13 петелек. Если вы изначально набирали другое количество петель, у вас должно остаться примерно половинка. Значит, дальше мы будем делать наоборот прибавки. Прибавки будем делать через накид и тоже в четных рядах. Кромку снять. Так, вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, чередуем до конца ряда. Так, у нас предпоследняя также изнаночная, кромка также изнаночная. 13 ряд провязали просто по рисунку. Повернуть 14 ряд, первую петельку снимаем. Одну петлю следующую провязываем, это лицевая, делаем накид. Дальше по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Резинкой я вяжу до последних 2 петель. Так вот, изнаночная, осталось 2 петли, делаем накид, лицевая и кромка тоже изнаночной петлей. Так, вот это 14 ряд. Работу поворачиваем. 15 ряд, петельки вяжем по рисунку, кромку снять, изнаночная, и в следующую вот эту накид, если вот эта лицевая, то накид мы тоже должны провязать изнаночной, только чтобы не было здесь дырочки, я провязываю изнаночной за заднюю стеночку, вот, подхватываю заднюю стеночку, провязываю изнаночной петлей. По рисунку дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так. С другой стороны, вот наш накид должен быть изнаночной петлей. Тоже я подхватываю заднюю стенку, чтобы была скрещенная петля и не было у нас здесь отверстия. Затем еще одна изнаночная и кромку изнаночной петлей. Это 15 ряд. Работу поворачиваем. 16 ряд, четный ряд, то есть опять прибавки. Первую петлю снимаем, одну провязываем лицевой, делаем накид. Дальше по рисунку. Вот лицевая, изнаночная. Значит, по рисунку, чередуя 1 лицевая, 1 изнаночная, я вяжу до последних 2 петелек. Так вот, лицевая, делаем накид, 2 петли осталось, лицевая и изнаночная. Вот так. Работу поворачиваем. Так, значит, это был 16 ряд. Дальше мы последние 4 ряда опять повторяем всего 3 раза. То есть с 17 по 24 ряды. Вот с лицевой стороны получается по рисунку. Смотрите, кромку снимаем. 1 изнаночная, накид лицевой за заднюю стенку. Но по рисунку уже, видите, получилось изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Давайте проверим, что с другой стороны у нас тоже все по рисунку. Так. Вот изнаночная, накид лицевой за заднюю стенку, затем изнаночная и кромка. Значит, до 24 ряда делаем прибавки в четных рядах. Сейчас у меня провязано 24 ряда, то есть я назад свои 25 петель вернула. Дальше мы вяжем просто резиночкой ровно, без прибавок и убавок. Так вот, первую снимаем. Значит, по рисунку изнаночная, пока накид, пока лицевая за заднюю стенку, дальше обычный лицевой. Так, изнаночная, лицевая, чередуем до конца ряда. Так вот, с другой стороны у нас тоже должен еще остаться накид, провязываем лицевой за заднюю стеночку, изнаночная, кромка изнаночная, видите, по рисунку. И четный ряд, вот тоже по рисунку, первую петлю снимаем. Дальше лицевая и изнаночная. Вяжем лицевая и изнаночная.
до конца ряда. Значит, так вы продолжаете вязать поворотными рядами резинкой 1 на 1, пока не получите полотно в длину вашей стопы минус 10% на растяжение. Как это все мерить? Сейчас я вам показываю. Меряйте длину стопы, вот как она есть. Длина стопы 36 размера это 22 сантиметра. Собирайте. Берем калькулятор, 22 сантиметра, отнимаем 10, нажимаете процентов. Вот получается 19,8. То есть моя длина должна быть 20 сантиметров. Те 2 сантиметра это на растяжение резиночки нашей. Значит, я всего провязала 64 ряда от наборного края. И вот длина 20 сантиметров. Теперь все от 1 до 64 ряда вы повторяете еще один раз. То есть снова выполняем убавки, прибавки, затем столько же рядов вяжем ровно. Так, значит, вот 64 ряда я повторила еще раз. Всего у меня провязано сейчас 128 рядов. Значит, у меня 2 длины стопы минус 10%. Вот это 40 сантиметров. Дальше я должна прибавлять петельки. Значит, прибавлять мы должны столько же. То есть, если у нас 25 петелек, то прибавить я должна 24. По 12 с каждой стороны. 24, чтобы разделить на 2. Значит, вот в конце этого ряда, это 128 ряд, прибавляю 12 петель. Нить обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. Это прибавленная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот. Работу поворачиваем. Так, значит, первую кромку после такого набора провязываем лицевой петлей. Следующая изнаночная. И так и продолжаем. 1 лицевая петля, 1 изнаночная. Когда вы провязываете петлю, вы автоматически затягиваете следующую. Поэтому подтягивайте вот так в самом низу, растянуть и провязать лицевая и изнаночная. И так до конца ряда. Так, вот лицевая, последняя, которую мы набрали, изнаночная, кромка лицевая, и дальше по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная, вяжем до конца ряда. Смотрите, заканчиваю изнаночная, кромку провязываю лицевой, и с этой стороны тоже мы набираем 12 петель. Нить обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот так. Значит, мы увеличили практически почти в 2 раза. Здесь было 25 петель, плюс 12, плюс 12. Так, всего у нас 49 петелек сейчас. Все эти петли мы будем вязать резиночкой до желаемой высоты носочка. Высоту носочка будет мериться, получается, от пяточки. Вот пятка, вот это будет у нас вот здесь. Так, значит, продолжаем. Здесь у нас кромка и лицевая. После набора мы первую кромку провязываем лицевой и начинаем дальше тоже с лицевой. Вот растянуть, провязать 1 лицевая, 1 изнаночная. Значит, резиночкой и так до конца ряда. Вот лицевая и изнаночная. Значит, продолжайте вязать резинкой до конца, дальше резинка 1 на 1 в желаемую высоту. Так, здесь резиночкой я провязала 15 сантиметров. 15 сантиметров это мне получилось провязать 48 рядов. Вот, отлично для моего размера, для других размеров вы должны были посмотреть в начале, сколько удобно. Также вы можете вязать до тех пор, пока у вас есть пряжа. Там 1 и также 2. Это очень удобный именно для этого способ. Теперь закрытие петель. Значит, у нас резинка, и закрыть мы должны резинку эластично. Для этого я беру такую хитрость, я беру спицу на размер примерно больше. То есть там 3,75, 4,0 мм беру. Так и ей, видите, потолще спица, закрываю петельки. Первую снимаю, вторую провязываем по рисунку. Вот у нас изнаночная.
Первую набрасываем на вторую. Следующую провязываем по рисунку. У нас лицевая. Первую набрасываем на вторую. Следующая по рисунку изнаночная. Первую набросить на вторую, ну и так дальше. Из-за того, что спица у нас покрупнее, то само закрытие будет свободнее и эластичнее. Так закрываете все петельки. Так, последнюю кромку провязываю лицевой, первую набрасываю на вторую. Вот. Всего осталась одна петелька после такого закрытия. Так, убираем спицы и берем ножницы. Нам нужно отрезать так, чтобы был длинный конец нити, который мы сможем использовать для сшивания. Так, вот этот конец продеваем через последнюю петельку. И таким образом мы последнюю петлю затягиваем. Значит, вот так я могу показать, что у меня получилось, так как полотно длинное. Общая длина должна быть 55 сантиметров, ну плюс-минус так и есть. Так, теперь как это все сложить? Вот эта пятка. Сшивать будем здесь, здесь. Вот это подошва. Вот это пальчики. Тоже пальчики вместе. И подошва получается кверху стопы пришивается. А начинать мы будем именно с высоты носочка. Вот так высоту пришиваем сюда и сшиваем остальное. Приступаем. Высоту носка сложили пополам. 2 кромки подхватываю иглой. Раз, два. Несколько раз. Дальше. Вот. Каждая кромка имеет 2 стеночки. Я вхожу в первую кромку между стеночками и вывожу иглу со второй кромки. Тоже между стеночками. То есть подхватывая только заднюю стеночку кромки. Также здесь в одну ввести. Так. Здесь вот 2 кромки. Одна кромка, 2 стенки, вот только крайнюю, со второй вывести. Так, откуда выводила, теперь ввожу иглу, со следующей кромки вывести с одной стороны. Здесь, отсюда выводила, сюда ввожу, со следующей кромки вывести с другой стороны. Вот таким образом сшиваем. Раз, два с одной стороны, раз, два с другой стороны. Значит, раз, два с одной и раз, два с другой. Видите, 2 кромки соединяют внешние стенки и получается одна лицевая петля в итоге. Значит, так вышиваете полностью вот этот задний шов. Вот дошила задний шов полностью. Так, дальше наша пятка. Вот она. Ищем центральную петлю. Можно считать 1, 2, 3, 4, 5 лицевая. 1, 2, 3, 4, 5 лицевая. Вот 6 будет центральная. Соединяю сюда вот так ниточку. Вот видите. И теперь в одну или другую сторону. Нам все равно нужно и туда пришивать. То есть 1 с одной стороны и сюда в ту же сторону. Снова подхватили. И здесь подхватили. И так дальше. Вот здесь должно соединение быть. И здесь сюда дальше соединение. Так. Вот. Расправили все. Подтянули здесь петельки. Вот раз. И 2 с этой стороны. Вот, теперь здесь сшиваем. Сшиваем все так же, подтягивая только крайние кромки. Вот эта часть сшита. Теперь сшиваем верх стопы и подошву. Вот так все сшиваем. 1, сюда 2. Затем с этой стороны тоже здесь все понятно. Вот в эту сторону 1, сюда 2 и вот эту сторону 3. Вот так получится носочек. Вот наш полученный прекрасный результат. Всего на пару носочков у меня ушло около 70 грамм пряжи, то есть 1,5 моточка. Надеюсь, вам было полезно данное видео. С вами была Катерина Мушин. Всем до новых встреч!